Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra, за и против. Меня зовут Геннадий. Мы в Бенидорме, Коста-Бланка, Испания. Путешествуя, мы посетили много красивых городов. Кейптаун и Касабланку, Шарм-эль-Шейх и Стокгольм, Сингапур и Дубай, Лос-Анджелес и Майами, Париж и Лондон, Порто и Дублин, Венецию и Нью-Йорк. Но нигде не видели такой оригинальной набережной, как в Бенидорме. Открытие новой набережной Бенидорма, пляжа Паньенте, для публики состоялось в пятницу ночью, 24 июля 2009 года. Это важное событие в истории Бенидорма не хотели пропустить сотни горожан, заполнивших набережную с раннего утра. Мэр Бенидорма Мануэль Перес Фенол посвятил свои первые слова президенту Женералитет Валенсиана Франсиско Кампсу, о котором он сказал, что он является отцом этой великолепной работы. Кроме того, он поблагодарил за участие и упорство в прошлом бывшего мэра Висенте Переса Девиса и министра Хосе Рамона Гарсиа Антона, чтобы этот великий проект, который мы открываем сегодня, мог быть реализован. Удивительным в этой речи было то, что обычно чиновники предпочитают все заслуги присваивать себе, а мэр скромно себя не упомянул совсем. Необходимость преобразования набережной пляжа Паньенте возникла давно. Она очень долго оставалась в первозданном, устаревшем виде. В 1970-х годах ее покрыли посредственным тротуаром, а затем тяжелой бетонной балюстрадой высотой 120 сантиметров, которая заметно закрывала вид на море. Доступ к песчаному пляжу осуществлялся только через каждые 200 метров по показной, в кавычках, имперской лестнице. Именно так выглядела набережная пляжа Паньенте до реконструкции. Ситуация изменилась в 2002 году, когда городской совет Бенидорма и Дженералитет Валенсиана решили выделить более 10 миллионов евро на реконструкцию этой набережной. Был объявлен конкурс, чтобы найти архитектурное решение, достаточно сильное, чтобы упорядочить высокую набережную. В поперечном смысле вмешательство должно было улучшить доступность пляжа и визуальную связь между городом и морем. В 2006 году были подведены итоги конкурса, и победу в нем одержала небольшая семейная архитектурная мастерская из Барселоны Карлоса Ферратера и Ксавье Марти. Работы, начавшиеся в сентябре 2006 года, были выполнены совместным предприятием компании Драгадос и Эсиса с инвестициями более 19,5 миллионов евро и продолжительностью 34 месяца. Главная идея проекта, со слов его авторов, объединить город с морем, границу между естественным и искусственным, достигнув модели, которая является новаторской и не существует в мире. Строительные характеристики нового Пасео де Паньенте – керамическая поверхность для прогулок площадью 13 600 квадратных метров, 4500 квадратных метров деревянного настила на пляже, 700 тонн стали в металлоконструкциях, 30 тысяч квадратных метров опалубки и 20 тысяч кубических метров земли, выкопанной для ее создания. Мощение состоит из цветного глазурованного керамогранита диаметром 43 сантиметра. Он был разработан специально для этого проекта Ксавьером Марти в сотрудничестве с Институтом керамических технологий Аликер и произведен компанией Керамия Керамика. Круглая форма позволяет разместить плитку без установления преобладающего направления, что позволяет гибко адаптироваться к изменениям направления и неровностям поверхности, а также к переходу между 22 цветами. Предложение по променаду пляжа Паньенте представляет собой радикальные изменения по сравнению с различными эспланадами, которые мы знали в прошлом. Набережная Бенидорма стала прекрасной архитектурной достопримечательностью с привлекательной криволинейной структурой. Форма напоминает морские волны. На нее стоит посмотреть и насладиться. В проекте собраны разные сущности органических форм модернизма, геометрических форм природы, новейших технологий строительства, а также авангарда ландшафтного дизайна.
Формы, из которых они состоят, обеспечивают легкий прямой доступ, становясь архитектурным местом, формирующим новую топографию и играющей светом и тенями. Если присмотреться, то она напоминает строение скалы, а также движение волн и приливов. Смотрите внимательно. Набережная Бенидорма состоит из разных цветов. Как указывают ее создатели, она состоит из 3 разных слоев. Первый строит линию, граничащую с белым цветом. Еще один слой с другими текстурами и цветами. И, наконец, слой, где находится городская инфраструктура и природные элементы, такие как вода или растительность. Пляж Паньенте идеален, если вам нужно отключение, которого не хватает в повседневной жизни из-за рутины. Его длина составляет 3 километра. Он несколько шире Леванте, около 74 метров. Без сомнения, это один из любимых пляжей Бенидорма. Его любят туристы и, конечно, испанцы, которые ищут место, удобное для прогулок, спорта, отдыха, посещения ресторанов и кафе, но без толпы, типичной для самых оживленных пляжей. А в этом месте продолжается старая часть набережной. По количеству людей на набережной у вас может сложиться впечатление, что сегодня воскресенье, ну и разгар сезона. На самом деле конец апреля, понедельник. Здесь у входа в старый город заканчивается набережная пляжа Паньенте. И наш рассказ. До свидания, друзья. До новых встреч. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Мы будем знать, что не зря делаем свою работу. Ой, чего? Ой, блин.